Добрый день. Света, привет. Вова, привет. Привет, привет. Добрый день. Добрый день. Включаю камеру. Секундочку. Доброго дня. Доброго дня всем. Так, ну что, у нас на этой неделе, кстати, такие хорошие вопросы. Отличные вопросы появились. Сейчас я присоединю камеру, включу. Так, и начнем. Может быть, у кого-то уже сейчас есть вопросы? Мне сегодня, вообще, за эти дни хорошие написали вопросы. Сейчас я их включу, будем обсуждать. Добрый день всем. Добрый день всем. Всем добрый день. Таня, это ты? Добрый день, не знаю. Кто-то сказал добрый день, похоже на Таню, я еще не вижу. Все, я включаю камеру. Так, садимся. Вот, и будем много всего интересного обсуждать. Значит, конечно, у всех основные вопросы по валидаторам были. И мы по валидаторам проводили супер эксперимент, и мне очень кое-что понравилось по валидаторам. Вот, сейчас еще остальные присоединятся. Значит, что у нас там с валидаторами интересное такое получается? Вот что я увидела, что в валидаторе есть возможность действительно крутить ролик. Все уже об этом знают, об этой возможности все же знают. Вот, но что я очень интересное заметила, что в валидаторе, когда ты пользуешься этим турбороликом, то получается, что ты можешь больше нормы получать e-currency. Если, например, взять валидатор 400, то вот что было очень интересно в этом валидаторе, что, например, если в него не загружать до конца все количество именно e-currency, вот, если в него загрузить просто часть, определенную часть, то оказывается, что можно, например, загрузить 350 e-currency, 50 оставить на токены, или, например, 50 токенов, вот так будет, 50 EK-токенов, либо сочетание сделать 300 e-currency и 100 токенов. Вот, либо вот такое сочетание сделать. И тогда у нас, получается, есть возможность двигать роликом. И когда мы движем этим роликом, то там дальше у нас очень интересно кое-что происходит. Кто пробовал двигать роликом? Пробовали? Да, я пробовала. И как вам? Очень даже интересно получается. Я поставила 125%, и в день у меня получается 0,16 икаринцев. Это при двадцатке. Вот, в двадцатке 0,16. То есть обычно двадцатка должна давать 0,12, правильно? Валидатор 20. Он должен давать 0,12. Ой, 0,12 в день, правильно, и currency. А у вас получается 0,16 выдает. А 0,16 выдает за счет чего? За счет того, что вы, поскольку вы загрузили токенов, а сколько и currency? Я загрузила 109 токенов и 14 икаринцев. 109 EK-токенов плюс 14 e-currency. Да, вот это такое интересное сочетание, и начало вам давать гораздо большее количество e-currency в день. Да, интересно. Аня, Да. загружено 300 EK-токенов и только 5 e-currency, 100% загрузка. И протянули на 200% и дает 0,23 e-currency в сутки. Ух ты. Да. Обалдеть. Данечка, мы тоже просчитывали, здравствуй, это самое выгодное получается на 200 и 5 currency, 300 EK-токенов,
в месяц 7 e-currency выходит. Это максималка, ну, то, что мы тестировали, у нас получилось. Именно А вот ну, при такой загрузке. подожди, еще раз скажи, еще раз. 300 EK-токенов, это для маленьких, и 5 e-currency. Нет, твое скажи, не мое. Не то, что Виталий дал, а что у тебя. Не, я просто говорю, подтверждаю, что да, мы тоже тестировали. Мы загрузку делали 50 на 50, делали 75 на 25. Но вот эта вот загрузочка и максимум на 200, оно дает 0,23, по-моему, currency, а в месяц это получается в районе 7 currency А, с ты про маленького маленьких говорила. валидатора. Да, Это да. в месяц? В 7. месяц будет 7 e-currency. Это при 200 максимальном 200% выработке. турборежим. Да, да. А загрузка 25 на 75. 25% это 5 e-currency и 300 этих EK-токенов сейчас получается. Хорошо, Выработка 7. 300 EK-токенов, сколько получается у нас, если 300 умножить на 2, это 600 евро расходник, правильно? Да. И 5... Расходник немножко больше получается, но и выработка существенно больше. То есть там при такой выработке отобьется где-то в районе 5-6 месяцев. Не 10, а 5-6. Даже 5. Хорошо, если, допустим, брать вот эти маленькие, окей, ставить вот так, то, значит, сколько он у тебя поедает EK-токенов, ты смотрела? Виталий, Один в районе одного, там 0,93, что-то такое в день. кто может сейчас посмотреть такое? Один. Один EK-токен он съедает. Один EK-токен съедает, а выдает 0,23 currency? Да. Ух ты, крутяк, да, вот это крутая схема. Аня, мы тоже провели один эксперт. Ага. В общем, на большой этот, на 400, загрузили 350 e-currency и 1000 EK-токенов. И производительность 2,01, по-моему, e-currency. На большой 400 и загрузили 350 e-currency, 50 токенов, то, что я наверху написала. И сколько получилось у тебя? 2, сейчас подожди. 2 e-currency. Ну, производительность начала, сейчас у тебя 2 e-currency стоит, да? Да, получается за один токен. Подожди, сейчас я пытаюсь разобраться. Ты можешь мне сказать просто, что у тебя написано, а я посчитаю, что у тебя написано, сколько ты тратишь токенов? 350 эко-токенов, 1000 было этих. Не, я тебя не про это спрашиваю. Загляни в таблицу сейчас, посмотри, вот здесь, когда у тебя уже... 0,57 эко-токенов он затрачивает про так в день. 0,57? Да. 0,57 токенов в день тратит. Да, и производительность 2,004. Угу. Ну, 2,0, окей, производительность. То есть 0,57 EK-токена, 0, если 57 умножить на, ну, допустим, округлим, 0,6 умножить на 2, получается 1,2 евро у нас в расходниках. Вот здесь. А получаешь 2 евро, а хотя он должен выдавать 1,60, 1,6, да, с чем-то. Получается, настолько выше поднимается производительность. Ну, это очень круто, конечно. Аня, Да-да. еще сегодня девчонка купила на 400 валидатор, загрузила 20 e-currency, как в маленький, максимально, но только на 20 загрузила. И у нее дает он дает 0,08. Загрузка 20 e-currency. И он дает 0,08 e-currency. Она добавила туда 11
ЕК-токенов. 11 ЕК-токенов. Мгм. Я не помню. Она не говорила, насколько она поставила, но он начал давать 0,14. Ага. То есть 20 Сколько? ЕК и 11 ЕК-токенов. Но она не сказала, на сколько процентов она выставляла. Ну, а дает 0,14. 0,14, значит, а сколько, интересно, она токенов загрузила? Токенов? Да. 11 ЕК-токенов. А, всего лишь 11 токенов начала давать Да. 0,14. Вау, вот это формулы, да. Супер. Ну, Ну, это там, практика. Да. Что-что? Янечка Что-что? просто хотела уточнить, что если полная загрузка в e-currency, полная, то уже там ЕК-токены подключить нельзя. То есть, наверное, у нее была немножко не полная загрузка Нет, e-currency. ты не Как так поняла, оно там? Оля. Она взяла B400, Ой, валидатор Оля, это на 400, не 400. 20. Не 400. 20. Извините. Загрузила 20 екаренцами. Угу. Да. И загрузила Ну, его как маленький. Да, И она вот что наперед. получилось. Да. Да, ну это очень интересная схема. Вот это тоже очень интересная схема. Получается, если взять, например, B20, 10 штук, например, и работать по вот этой схеме, которую ты предложил, 300 токенов, 5 e-currency, то нам нужно, например, сколько ика-токенов нам нужно? 300 умножить на 10, 3000 токенов купить. 3000 токенов купить, умножить на 2 евро. Это у нас сколько получается? 6000 евро получается, да? 6000 евро. Окей. Сейчас, секунду, ручку возьму. И что у нас тогда получается? Хочу кое-что посчитать. 6000 евро на 10. Окей, если и currency нам на 10 нужно, то это у нас получается 5 на 10, всего лишь 50 e-currency. 50 e-currency. И что у нас получается? 10 штук в один день будут давать 2,3 e-currency в день. А 2,3 умножить на 30 дней. Сейчас умножим. Не будем считать. 2,3 умножить на 30. Получается 69 e-currency в месяц. Ого. 10. И 10 штук, они у нас получаются стоимостью на 363 евро, правильно? Сколько они сейчас? Нет, 320 евро, а 367 это долларов. 320 евро. Ну, там 320, я покупал за 323, сейчас 318, ну, то есть колебается. В Ага, то среднем есть 300. 3200 евро сейчас нам нужно, значит, вложить на покупку 10 таких валидаторов. 3200. 6000 евро нужно, получается, на то, чтобы загрузить токенами. Вот, и в итоге в месяц 69 выходит. 69. Ну да, ну да, это очень приличное количество. 69. Хорошо, а если B400 у нас выдает вообще-то он 1,6 умноженное на 30. У нас даже если брать вот такой 400, то он вообще выдает в обычном своем режиме 48 e-currency в день. Вот. А в турбо-режиме, получается, все говорят, что больше 400. Кто-то пробовал уже 400 в турбо-режим? Света, только ты, да, на 2 e-currency вышла. 2 e-currency это тоже 60 e-currency, 60 e-currency в месяц. Свет, да? У тебя ж так. Я просто... Аня, да. Ага. Ну, у нас получается, тебе тут для вот того, чтобы 60 e-currency в месяц, а тут 69, тут больше. Тебе нужно было загрузить 350 e-currency, гораздо больше. Здесь 50, а тут 350 e-currency, 50 токенов. Видите, ну просто для каждого своя схема. Ну, конечно, получается,
вообще-то получается, смотря на эту картину, получается вот что можно минимальное количество дать e-currency и немножко больше токенов. У кого как? Если у кого-то лежат в кошельке e-currency, лежат, вот что они лежат, их можно положить, получается, туда. Хотя, с другой стороны, ну, e-currency расходовать тоже не хочется сильно. Да, вот это схемы. Супер. Я вот теперь даже задумалась. Я немножко поспешила. Я открыла, конечно, B400, я даже открыла B8000. Я их все максимально загрузила e-currency. Видите, как теперь получается, я их не могу добавить токенами. Вот. Теперь получается, вот что получается, что очень выгодно брать вот такие вот маленькие. Мне, кстати, такое сообщение написал один парень. Сейчас прочту. Что? Аня, если ты 350 e-currency, которые загружаешь в 400, да? Да. Если ты 350 поменяешь на e-currency, e-currency 1 к 15. То есть ты получишь 5000. То есть 350 e-currency умножить на 15, это цена. Цена e-токена e-currency. На 1,15 или просто 15? На 15. На просто, да. Получается около 5000, там 5200 получается. Да, 5200. А тебе для 10 майнеров надо только 3. Понимаешь? То есть получается загрузка получится намного меньше. 3. Да, точно, 3. То есть свои e-currency временно потратишь, да? Угу. Полностью все 10 майнеров полностью загрузишь, понимаешь? То есть 350 хватит с лишним загрузить все 10. Да, я тебя поняла, о чем ты говоришь, что вот этот B400, и, ну, как бы выгодно маленьких покупать очень много, чем один B400. Да, но с другой стороны, понимаешь, в чем вся проблема? Представь, мне, чтобы купить такое количество маленьких, это я посчитала, 47 штук маленьких должно быть. Ты представляешь, как ими работать тяжело? Зачем? Ну, это я бы не смогла. Каждый настроить, каждый включить, каждый заправить. Мне было бы удобнее купить один большой. Я бы так не смогла. Это очень тяжело. Вот там 10 штук это уже тяжело, а 47 так это вообще невозможно. Аня, вопрос только, знаешь, зачем тебе 69 e-currency в день? Вот зачем? Если их продавать за 30 евро, это дешево. Не, продавать я не собираюсь, я наоборот, я коплю, я наращиваю массу. Не, масса, понятно, наращивается, окей. А я сейчас их продаю за 12 тысяч киргизских сомов. Каким образом, в смысле, вставляешь их в поток, используешь их в поток? Конечно, да. Ну да, я всем это рекомендую. У нас есть новенькие, которые еще не понимают этого. Что? Ага. Так выгоднее, так получается, вот ты себе наманил, ну, один e-currency, например, наманил, да, и отдал его в растущий поток. Понимаешь? У меня растущий поток настолько сильно раскручен, что я, например, положив $100 за 10 дней или там за 20 дней, в моем случае 20 дней, я зарабатываю 200. То есть умножаю ее в 2 раза. Всего лишь за 20 дней. Понимаешь? Но это при хорошем раскрученном потоке, растущем. Так я этот e-currency, который мне нужен, да, для покупки, я возьму с валидатора. И получается, что я его продам дороже, чем за 30. Зачем мне за 30 продавать, когда я его могу за 12 тысяч продать? Понимаешь? Ну да, я об этом же и говорю. Это супер, конечно. Да. Я об этом и говорю, что новенькие пришли и еще не разобрались, как работает вся система. Вот. И вместо того, чтобы открывать потоки, побежали покупать валидаторы. Но я считаю, что прежде всего нужно открыть потоки, потом к ним присоединить валидаторы.
И в этой связке, вот, например, валидаторы 20, если, например, вы уже чувствуете, что у вас такая сумма скопилась, что можно купить и 10, и 20 валидаторов. Я не считаю, что 20 валидаторов будет удобно. Лучше тогда купить следующий уже валидатор 400 и начинать его тоже им играться и загружать вот так, как вот у Виталика девочка твоя, что она даже загрузила его 20 икаренсами, и то очень удачно. Вот. Получается. И вот в этой связке, то, что валидатор вырабатывает в этой связке, конечно, это все отправлять в потоки. Вот это самая выгодная схема, это путь денег, который умножает деньги. Вот. И я слышала, такие тоже говорят несколько человек мне, что вот я поставлю валидаторы, мне выгодно, потом побегу продавать e-currency. Но сейчас e-currency продавать по 30 евро, это невыгодно. Вот когда будет 130 евро, тогда еще можно поговорить об этом. А сейчас или 1030 наша задача, чтобы было 1030. Вот тогда отлично. Мы с вами тогда будем уже тут такие матерые, знаете, эти криптоны, как говорят. Вот, знаете, уже все будем здесь разбираться полностью во всех кэшфлоу-потоках, валидаторах. Отлично. Обучать будем. Я думаю, что все сегодня, кто находится в чате, уже будут очень состоятельные, состоявшиеся и лидеры однозначно, и со своими учениками, потому что при вот такой стоимости e-currency количество людей у нас в фонде увеличится значительно у всех. Думаю, что даже половина лидера, не то что лидеров станет лидерами, а топ-лидерами. И вот это уже хорошая цена, когда, да, когда у тебя ты намайнил или валидаторами, если получается в месяц, сколько там у нас получается в месяц, мы тут посчитали 69 e-currency, вот, это уже красивая цифра, 69 e-currency в месяц, сколько ты их расходуешь, например, пусть даже 50%, 50% ты тратишь в потоке, вот, а остальные 50%, например, ну пусть даже 30, вот хорошо, 30 монет в месяц остается. 30 в месяц. Я себе, кстати, план такой написала, что я обязательно за этот год хочу еще количество у себя e-currency увеличить. Вот, я себе тут расписала кое-что. И у меня в плане обязательно написано каждый день по одной e-currency. Я уже об этом говорила. И я 30 e-currency в месяц себе еще докупаю. Вот. А если, получается, валидатор вам их производит, то за год, за 10 месяцев, в общем, у нас уже собирается 300 e-currency. Вот так, за 10 месяцев. Если постараться поставить не один валидатор, то у нас, ну, например, 3 штучки. Отлично. То у вас уже 1000 за год соберется. 1000 e-currency. 1000 e-currency в будущем это уже отличный капитал. Если 1000 умножить на 1000, вы умножали, какое количество получается? Все потом спрашивают, откуда берутся миллионеры. 1000 умножаем на 1000, что получаем? 1 миллион. Вот, и откуда они берутся? Ну, то есть это не какие-то там, знаете, заоблачные, неосуществимые вещи. Это вполне осуществимые вещи. Что нужно для того, чтобы вот к этой схеме прийти? Вот, Виталий уже сказал, как поставить валидаторы. Мы решили, хотя бы 3 валидатора как минимум должно быть. Что еще должно быть? Хорошо работающие потоки обязательно должны быть. Без них e-currency не будет поднимать свою стоимость. Поэтому мы с вами, как основные любители и участники платформы Cashflow, так как нам это все очень нравится, и мы это все поддерживаем, и политику нашу внутреннюю поддерживаем, философию, и все, то потоки мы обязательно продолжаем открывать, и обязательно всех, кто еще не находится в Cashflow, присоединяем, рассказываем, поддерживаем точно так же, как нас когда-то поддержала Cashflow. Я, допустим, себе не представляю даже вообще, даже не хочу представлять вообще жизнь без Cashflow, не хочу вообще, не хочу, не представляю, как бы даже мы и существовали, жили без него. И вот меня очень сильно удивляют люди, у меня есть такие девочки, которые говорят, я прихожу, сейчас секунду закрою дверь, а то шумит чуть-чуть. Девочки говорят мне, я прихожу
рассказывать своей подружке, а моя подружка говорит, что она не верит во все это, она не хочет этим пользоваться, и я, говорит, ее каждый раз как уговариваю. Так вот, на это мне уже даже это смешно немножко, потому что если вы приходите к своему другу, к своей подруге, к человеку, которому вы хотите, например, дать идеальный инструмент, как вообще увеличить количество денег, то, видно, вы не те слова подбираете. Может быть, вам вот сейчас Вера проводит лидерское обучение, нужно пойти на лидерское обучение. Аня, ты пропала. Не слышно. Так, у меня тут что-то произошло с телефоном. Сейчас он нагрелся, поэтому я с другого телефона, пока этот отдохнет, поговорю. Так, в общем, получается, слышно меня, да? Слышно Теперь тебя. да. Ага, окей. Так вот, что получается, что вы, видимо, не те слова подбираете. И еще раз, схема должна быть ясна. Схема вот какая, что у вас для этого есть лидер, который вас может научить, как человеку правильно преподнести, как работает кэшфлоу. Потому что не каждый новичок знает, какие слова использовать, не каждый новичок знает вообще, как это объяснить. Если вы уже опытный пользователь, то, конечно, вы понимаете, что нужно сказать, в чем преимущество. Мы тут быстро на любой бумажечке вы все разбросали, показали, и тут все сразу становится ясно вообще, почему это выгодно. А если вы начинающий пользователь, то я на моих девочек вот отправила обязательно к Вере на обучение. Это просто идеальный шанс. Это просто потрясающая возможность, которая сейчас есть. Она не всегда будет, потому что Вера не будет всегда. А как можно к ней попасть, Аня? А вы кто у вас лидер? У меня лидер Светлана, а вообще Гусенко Наталья. Она мне дала очень много. У вас лидер Гусенко Наталья, вы должны лидеру своему написать. Я, ей Если... я написала, просто добавить надо, наверное, к Вере обратиться лично, чтобы она Нет, вы не добавила. можете к Вере лично обратиться, только через... Угу. Спасибо. Да, вы все должны соблюдать эту структуру, потому что если к Вере лично обратятся сразу 10 тысяч человек, то веры на одной не хватит. Поэтому для этого создана специальная всем соблюдать. Это очень важный момент. Анечка, а Это можно сказать, как пригласить человека? Его надо просто оставить, ему дать информацию, как рыба. Рыбку ж вы ловите, правда? А тут по психологии надо дать информацию, а просто потом показать свои действия. Поездки на отдых, покупку машины. У человека меняется абсолютно восприятие всего. благодарю вас. Так, сейчас, все. Благодарю вас за информацию. Да, это вы по психологии. Но мы говорим сейчас не только о психологии, а о том, какие слова подбирать и что именно говорить. И вот если мы к подруге приходим, потому что тут очень тонкий момент. Помощь, она наказуема. Не зря это так сейчас говорят, потому что если вы решили кому-то помочь, то знаете, что именно помочь, это не то действие, не та мысль в нашей голове. Потому что как только мы решили кому-то помочь, то мы сразу человека поставили в позицию жертвы. Все, жертва, она всегда будет агрессора наказывать. Вы будете сразу в позиции агрессора, а жертва всегда будет потом в итоге вас наказывать. Вот. И также срабатывает Вселенная. И как только вы решили кому-то помочь, то сразу вы его определили, ой, он несчастный, он жертва. Тогда вы, опять же, агрессор, либо другой агрессор, либо вы и Вселенная точно так же работает, тоже будет это все пытаться выровнять. То есть это неправильная позиция. Когда мы даем и рекомендуем кому-то вообще платформу кэшфлоу, мы не из позиции помочь рекомендуем. Мы рекомендуем из позиции совершенно другого.
инструмента. Поэтому благодарю вас, что вы сказали об этом. Это действительно так. Информацию подали, а потом просто даете человеку возможность самому подумать, чтобы он посмотрел на то, как вы живете. Ваша личностная трансформация должна происходить. Вот моя трансформация прямо на лицо. Я поэтому веду все соцсети, я показываю, какие у меня трансформации произошли за этот год, за прошлый год. Это же все явно видно. Вот. Поэтому вы тоже свои трансформации можете записывать, какие у вас изменения произошли, делиться. Приходите к подруге и говорите: милая, посмотри, что у меня за этот год получилось. Посмотри. Как вот Александр, тут у меня есть тоже, мне прислал. Он говорит: ты посмотри, я с марта положил 2000 всего лишь евро, а сейчас у меня с марта месяца уже 10 тысяч. И говорит: я побежал по друзьям показывать. Вот, сразу же, друзья, так и я так хочу, и я так хочу, все начали говорить. Ну вот. Так, такая вот история. Еще Лариса, я не знаю, вы здесь или не здесь, мне пишет Лариса. Я ее пригласила к нам в чат. Она мне пишет, задает вопросы, как я могу поменять деньги, завести деньги, живу в Германии, что мне для этого нужно делать, почему мне другие люди не отвечают, почему меня блокируют в некоторых чатах. Блокируют в чатах, потому что вопроса Аня? Да. Можно я отвечу, допустим, на такой вопрос? Давай. Мне тоже очень часто люди пишут, как завести или как вывести деньги в Германии. Я считаю, что вот, допустим, у Галины Денисенко, она всегда говорит, ну, во-первых, надо написать, кто вы, кто ваш пригласитель, кто ваш лидер, кто ваш топ-лидер, чтобы чтобы уже знал, допустим, вот чтобы даже я знала, кто ко мне обращается, потому что если мне просто кто-то незнакомый пишет и задает вопрос, как завести деньги в Германии или как вывести деньги в Германии, я понятия не имею, с кем я общаюсь. И у некоторых людей я уже спрашивала, кто ваш пригласитель, кто ваш лидер, и когда мне люди отвечают, я не знаю, ну я их блокирую, потому что я знаю, кто мой пригласитель, я знаю, кто мой лидер, и даже это можно прочитать просто в своем кабинете. Если человек не знает, где это стоит, значит, у него нет кабинета. Ну да, Светочка, 100%, это очень важный момент. Поэтому я тоже объявляю, если я вас удалила, значит, вы еще недостаточно владеете информацией, еще надо подучиться, пойти к своему, или свой кабинет действительно, или к своему лидеру. Еще, значит, вам рано учиться заводить. Сначала надо разобраться, как пользоваться кабинетом. Анечка, а если, вот, допустим, 5 платформ, и у меня на каждой платформе есть разный лидер, тогда... Но это не рекомендуется делать. Тогда по каждой вы платформе идете меня к не своему поняли. лидеру. Пригласитель один и тот же, а лидер, топ-лидер. Вы имеете в виду пригласитель? Конечно. Вы в чьей ветке топ-лидера? Кто у вас? Ирина Левченко. Ну, так у вас есть на кого ориентироваться. Конечно. И вы можете через своего пригласителя работать, либо подобрать себе, тогда у вас получается разный лидер, только лишь потому, что на каких-то платформах тот ваш основной лидер еще не стал лидером. Но это не значит, что к нему не стоит обращаться. И там лидер. И там лидер разный. Ирина Левченко, а потом... я только недавно зашла, везде все пооткрывала, еще немножечко плаваю. Не в том, что пооткрывала, а вот контролировать. Не на всех встречах бываю, потому что занята была, но сейчас буду больше. Но у вас кто лидер? Топ-лидер Ирина Левченко. А лидер? А лидер у меня Светлана Иванич. Ну вот обращайтесь напрямую к Светлане, и она вам очень многие... Она мне много дала. Так она много вам и будет разъяснять. И Наташа Гусенко, это вообще бомба. Наташа Гусенко, это бомба. Благодарю. Ну вот, у каждого просто свои предпочтения и свои суперлидеры, и свои группы и общения. Да, есть все лидеры, просто очень многие закрываются, не могу понять. Говорят языком, что обращайтесь ко всем,
Когда обращаешься, моментально отправляют. То есть надо находить тех людей, которые открыты, потому что говорят одно, делают другое Смотрите, на не поверхности. жалуйтесь, пожалуйста, не Ну, надо, в пожалуйста, воду так. пойти, это не Смотрите, жалоба, это же дело не в лидере совершенно. Ну, это в представьте, у меня... людях. Да и дело не в людях, это дело в вас. Дело не в этих людях, а дело в вас. Если вы, кому смотря вы обращаетесь, если вы обращаетесь к своему лидеру, то, ну, все правильно, это правильная цепочка. А если вы, например, мне пишут от других команд лидеры, но мне некогда иногда этими людьми заниматься, конечно, я скажу, идите к своему лидеру. Понимаете? Ну, я не то, что я там грубо, у меня сегодня такой случай произошел. Я не хочу обидеть этого человека, но я пытаюсь, она мне такие вопросы задает, на которые даст ей ответ прекрасно ее лидер. А есть, например, вопросы, которые действительно мне можно задавать, например, там, в направлении Германии у нас, направление Египет. Все знают, что это мое направление. Вот мои девочки, лидеры в Германии. А Таня Хан, Швеция Света. ваше направление? Кто? Анечка, Швеция ваше направление? Нет, Швеция не мое направление. Нет, Поэтому, да? Я со Швеции, у меня были проблемы завести деньги кэшфлоу. Я вырулила сама через Revolut, но меня продолжали контролировать. Банки контролировать, Revolut отлично, контролировать. отлично. Ну, Это ну и справитесь, все нормально. Вы для этого точно. здесь и находитесь. Вы как давно здесь находитесь? С 1 июня. Боже, 20 дней? Сколько это? 14 дней? 14 дней. Так для вас это только начало, а мы тут 12-13 лет, поэтому Я все знаю, нормально. поэтому обращаюсь. Я здесь 7 лет, вы еще рано обращаетесь. Вы пока еще научитесь, пожалуйста, пользоваться своим кабинетом, слушайте, ходите, прислушивайтесь, много информации загружайте. Вы еще пока, может быть, даже рано задаете вопросы, потому что, смотрите, на все вопросы всегда есть ответы, всегда. Но и можно посидеть, послушать и сразу получить все ответы. А можно, конечно, перебивать, заходить, а ну-ка, мне надо, мне надо, мне надо. Но таким же, как вы, это 10 тысяч еще человек, которым тоже надо. Поэтому иногда нужно своего лидера, либо топ-лидера. Вот. Вы же не можете к Левченко обратиться, как мне завести деньги. Она вам в общем чате, когда 10 тысяч человек онлайн, не будет это отвечать. Она вас все равно отправит к своему лидеру и скажет, решай вопросы на более низком уровне. Почему? Не то, что они там высоко, боги в горах. Нет, просто из-за того, что большое количество людей, понимаете как, и сразу всем, лично каждому не дашь на это ответ. Поэтому мы Я здесь не берем... обращалась ни к одному лидеру. Я просто говорю, что если у кого-то есть направление Швеции, я могу подсказать, как это сделать. То есть я могу предложить помощь, но никак Отлично. не спрашиваю, Вот, у кого тогда как это делать. Вот супер. это Мы я неправильно вас поняли. Я думала, что абсолютно вы нет. ищете, как это сделать. Я Тогда уже сделала и открыла 5 платформ, поэтому вопросов нет. супер, отлично. Растущие Благодарю потоки. вас. Мы продолжим тогда Благодарю. эту тему, да. И всем даем объявление, что если у кого-то есть вопросы по Швеции, то, конечно же, вот видите, как вас зовут. Лена. Вот, Елена знает, как решить этот вопрос по Швеции. Ну, мы все пользуемся револютами, но сейчас даже револютами не пользуемся. Мы все пользуемся Trusty, Nexo, другими платформами, с помощью которых тоже заводим по всему миру. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас задать вопрос вам, если это допустимо? Меня интересует, я завожу через USDC, а потом меняю здесь на евро. Как можно завести с революта прямой платеж за евро? Есть ли такая возможность? Или это не Свет, получится? ты знаешь ответ? Я знаю ответ. Мы не заводим фиатные деньги на Money Storage. Только в USDT, USDC или другой криптовалюте. Очень ценный ответ. Благодарю. Ну да. Опять же, это целая совершенно другая схема, которая... У меня по этому поводу есть отдельные видео, и у меня есть по этому поводу в чате. В основах кэшфлоу тоже есть информация. Да.
Вот, поэтому мы используем специальные приложения, которые в промежутках между money storage и между фиатными деньгами находятся, и они нам помогают. Определенные приложения, которые я уже назвала. Так, я хочу вернуться к валидаторам. Это очень важная тема для нас, для всех же, правда? У меня просто есть один очень прекрасный парень такой, Владимир, который любит считать много. И он мне прислал интересную формулу, которую я сейчас хочу обязательно вслух озвучить, если вы не будете против. Все хотят про валидаторы. Вот. Или у нас еще какие-то есть вопросы? Давайте обсудим. Есть вопросы? Нет вопросов? А можна ще мені питання? Так, давайте. Таня, Тернопіль. У Ага. мене таке питання. Було написано, там зверху у вас на попередній сторінці, що коли загружаємо 100, ми отримуємо, на другій стороні, так, коли загружаємо 100, то отримуємо 200 при хорошо розкрученому e-currency. А може ж заводимо e-currency по табличці, я ж не можу завести більше, ніж написано в табличці. Что такое хорошо раскрученный e-currency в растущем Это ж потоке? про поток растущий. Это Мгм. хорошо раскручиваем e-currency, имеется в виду, Виталий сказал вот что смотрите, что когда мы, хорошо у вас работает раскрученный именно растущий поток, который уже вам, например, выдает там 20 евро в день или там 30 евро в день, то получается, загружая в этот растущий поток, например, там любую сумму, 100 евро, 1000 евро, 500 евро, любую сумму, которую вы загружаете, она, получается, работает так хорошо, что она, во-первых, увеличивается за 1 месяц, и сразу же вам в этот месяц приходит. И, во-вторых, тут e-currency при загрузке, которые вы используете, например, чтобы 1000 евро загрузить, вам надо 23 e-currency присоединить. Да. Так вот эти e-currency, которые он их использует из валидатора. Мгм. Вот. И когда он их использует из валидатора, то получается, он вот это делает как бы прекрасное увеличение масштабирования суммы за 1 месяц, потому что у вас хорошо раскручен растущий поток, и вы эту сумму за 1 месяц прогоняете, если так можно сказать. То есть то, что я говорила, вы тут берете 1000 евро дома, прямо дома берете, и вот сюда ее кладете, а через 30 дней, например, вы уже ее снова достаете. Она у вас снова дома. Вот. Вот такая вот схема потрясающая, восхитительная. Что она дает? Ваш растущий поток очень хорошо, постоянно растет. Он очень хорошо растет. Постоянно. Он не уменьшается. А хотя вы одну и ту же сумму денег здесь положила 1000, а здесь достала 1000. То есть ваша потребность, например, в аренде, в какой-то покупке, аренда, она закрылась. Закрылась, это значит все. Вот тут она еще не была закрыта, а вот тут все, вы ее закрыли. Аренда закрыта. Но при этом поток увеличенно работает. И при этом вот эти e-currency, которые вы сюда положили, обалдеть, сколько вам прибыли принесли, потому что вы изначально запустили свой валидатор, вот, например, валидатор там 400 или 20. И эти e-currency взяли из валидатора, и у вас на e-currency мы там считали, по-моему, там x100 или x20, ну какая-то огромнейшая цифра вы сделали умножение. То есть вы в производстве, если Виталий здесь, может, подскажет мне сейчас. Очень большое умножение вышло. Мгм. Мгм. Мы экономим огромную сумму на e-currency, не вкладывая потом, а беря только с валидатора. Мы слово Очень. экономим не используем вообще в нашем лексиконе. Мы ничего не экономим. Если как только мы начинаем экономить, то значит мы сразу падаем в состояние бедности и в мышление бедного. Хорошо, мы не довкладываем. Нет, не Верно? довкладываем тоже неправильная схема. Здесь не про недовклад, а здесь мы говорим про то, что когда вы деньги, это называется путь денег, когда вы верно запускаете деньги верным путем, например, путь денег какой может быть? Что вы можете деньги взять и отправить сразу на 23 currency и просто их купить. Вот, это один путь. И у вас в итоге на выходе будет определенный процент. А можно взять сейчас эти же деньги, направить на валидатор, вложить в валидатор. То, что вам дает валидатор, вам он дает e-currency ваши,
и эти currency направить в поток. Вот это уже совершенно другой путь, хотя одни и те же деньги, одни и те же суммы. Тут Меньшую же сумму. Что? Мы же вкладываем e-currency за меньшую сумму, Ну, правильно то же я самое, понимаю? одни и те же деньги можно взять. Нет, вы Одна. не поняли меня. Получаю e-currency по $2. Мы запускаем в поток его по $102. Я примерно говорю. Поэтому у нас сумма получается, мы гораздо больше имеем доход. Я это имела в виду. Так, Леночка, я вас очень Или уважаю, неправильно да, но говорю? давайте, я вас просто не совсем иногда понимаю, я вроде здесь то же самое объясняла только что. И смотрите, я здесь объясняю, просто девочка задала вопрос про e-currency и про это увеличение масштабирования. Я вам объясняю, что важен очень путь денег, куда вы направляете эти деньги. Если вы их направляете просто на закупку e-currency, это одни и те же деньги, но процент будет гораздо меньше, чем если вы их направите через поток, вот тогда процент будет гораздо выше. Вот. И тогда получается, да, путь денег будет проходить, он немножко проходит дольше. И мы с вами все знаем по законам именно богатого мышления, что дольше, чем происходит дольше путь денег, тем будет еще больше масштабирование. Мы знаем, потому что вот эта тема, когда меня спрашивают, вот я сейчас положила в растущий поток, а когда же они вернутся? Вот эта тема. Вот. Ну, это говорит о том, что это мышление бедного человека, с этим мышлением нужно поработать. Потому что наша задача никогда они вернутся. Это вообще так в голове не должно быть, когда они вернутся. Когда они вернутся. На этот вопрос, если кто-то такой задает вопрос, ответ всегда один: никогда. Вот. Когда они вернутся, это неверное мышление, неверный образ мышления. Если такой образ мышления присутствует, то денег всегда будет мало, денег всегда будет не хватать, страхов будет большое количество и так далее. То есть зеленый поток работает совершенно по другому принципу. Он работает именно так, чтобы как можно дольше деньги работали в потоке. Когда деньги работают дольше в потоке, как можно дольше, то они же нам больше приносят пользы, они же дают это масштабирование, нам дают. И мышление богатого, если все предыдущие лекции мои послушать, оно немножко отличается от мышления бедного. Бедный думает о том, сколько он получит в месяц, как вот там сэкономить, еще что-то. А мышление богатого, он уже считает в час, в 1 час, он уже считает в 1 день. Вот, в 1 день сколько здесь и сейчас у меня появляется возможности с помощью моего потока, прямо сейчас, сколько он мне дает. Вот как там сначала Виталий сказал, что вот мне поток там дает в день, там сколько он сказал, столько-то. Вот. Вот, это очень важный момент. За счет этого происходит хороший масштаб расширения. Поэтому над этим тоже нужно немножко двигаться, работать, развиваться. Но оно потом постепенно раскрывается. У кого-то еще есть вопросы по потокам? Я все хочу вернуться к валидаторам. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, по валидатору? Я не совсем поняла. Смотрите, купить 20-ку, это значит $367, да? Так. А это не автоматически оно загружено, получается, currency? То есть надо за 367 купить сам валидатор. 316 евро, 20-ка. Ну, я не про евро, я про доллары. $367. Да, долларов, Вот. да, хорошо. И потом туда еще плюсом доложить надо будет эти 20 currency или там эти вот токены, да? Да, токены и currency, да. Вот мы выработали очень удобную такую схему. Видите, что можно положить небольшое количество и currency, 5 и currency, вот видите, 5 и currency, 300 токенов, и тогда ставить турборежим. Вот сейчас вам покажу. Токены, извините за вопрос, токены где приобретать? У нас нету, например, токенов. Я так понимаю, токены... Также на сделках. На сделках, так. Там, где и currency. То есть еще раз уточните мне, пожалуйста,
367 – это просто мы покупаем ресурс. Просто И, покупаем ресурс, да, вкладываем, да. ага. И потом туда дополнительно нужно затратить деньги на токены плюс Якаринцы. икаринцы. Да, это уже ваши, да, вы просто Теперь я покупаете поняла. пользование валютой. Анечка, Да. можно отвечу такой интересной схемой на этот вопрос? Смотрите, валидатор – это денежная машина. Машину надо купить, потом ее надо заправить бумагой и краской, и она начнет печатать нам, как говорится, якаринцы, да? Бумага и краска – это или токены, или якаринцы. Да, супер, благодарю тебя. Действительно так. Я Да, ну, поняла. А то мы да? думали, что либо 367 долларов покупаешь, и он начинает сразу майнить, либо 20 икаринцев туда загружаешь, ну, то есть только за одну сумму мы так думали. А получается тут 367 плюс еще что-то. Вот, Э, все я поняла. Ну, вы недавно, да, получается, находитесь здесь. Просто у нас же у всех были до этого майнеры, и мы уже привыкли к этой схеме, что всегда что-то надо загружать. Биткоин ведь, чтобы майнить, недостаточно купить компьютер, нужно же еще специальные тоже токены загружать. Токены – это расходный материал в производстве криптомонеты. Ну, я поняла теперь. Спасибо. Да-да, и поэтому здесь вы загружаете, мы как раз вот эту схему и сейчас очень красивую ищем, и вот уже нашли, благодаря всем, кто поделился сегодня информацией, прекрасная схема, что оказывается можно взять 5 e-currency, остальное токенов докупить, и вам токены все время нужно докупать, потому что токены будут все время расходоваться. Вот, а e-currency не нужно докупать, вы один раз их загрузили, они на все время всегда работают и всегда вам производят еще дополнительные e-currency. Вот, конечно, у всех возникает вопрос, а будет ли возможность наши e-currency получить обратно, назад? Мы этот вопрос задавали и Ярославу, и Левченко. Они сказали, что да, но это будет через год. Возможность такая будет, так и сказали, я лично это слышала. Вот, и то есть еще пока не придумали, не создали именно технологическую такую базу для того, чтобы это было возможно. Еще пока технически это невозможно. Да, это будет разрабатываться, это в стадии разработки, но и раньше, чем год, навряд ли эта схема появится. Ну, это техническая возможность. Вот, смотрите. Еще такой очень интересный вопрос был по валидаторам. Значит, мне задали такой вопрос. Как вы считаете, выгодно купить 14 штук именно валидаторов 20-х, которые будут майнить в день, если 0,12 умножить на 1,72, умножить на 14, простите, умножить на 14, то что они, получается, дают? 1,72 e-currency в день они дают. Это даже без турборежима, а просто обычный максимальный режим. 14 штук. Вот. Либо, что он еще говорит, что на эти 14 штук у нас уйдут 280 e-currency. 280 e-currency. Вот. Либо один валидатор, например, одна штучка, но B400, вот этот наш валидатор, который будет давать даже меньше в месяц, нет, он получается в день. В день будет давать нам 1,63 currency, да, 1,63 currency в день. И при этом в него нужно загрузить 400 e-currency. Видите, здесь 280 e-currency, а здесь 400. И вот задал мне такой вопрос один парень, что выгоднее все-таки. Ну, смотрите, по математике, чтобы купить 14 штук, я уже считала это, умножить на, вот мы недавно считали, кстати, на 367 долларов, как вы говорите, 367 долларов, если в долларах,
то у нас что получается? 14 штук, сейчас посчитаем, умножить на $367, получается $5138 нужно сейчас в моменте именно на то, чтобы их купить. Здесь у нас получается он один, и он у нас стоит 1000 в долларах, 800, сколько там в долларах, $1827 один. То есть разница в моменте сейчас очень существенная. Сейчас посчитаем. Минус $1827. То есть вот эта разница составляет в $3311, если в долларах. Опять же, если это посчитать на курс, по курсу 30 сейчас на eCurrency, то эта разница будет в 110 eCurrency. 110 eCurrency. Кто-нибудь понимает, о чем я сейчас говорю? То есть 280 плюс 110. 280 плюс 110 получается 390 eCurrency. По мне, так это одно и то же. Здесь разницы я вообще не вижу. Свет, ты понимаешь, о чем я говорю? Виталий, ты здесь? Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но я все никак не могу понять, зачем вообще покупать столько много машинок, если просто купить большую и заправить ее по максимуму. Наверное, все-таки эффект больше. Ну, ты видишь, как получается. Я купила очень большие. Я купила и 400, и 8000, но я их загрузила по максимуму только лишь eCurrency. А если бы я сюда добавила хоть бы чуть-чуть эко-токенов, то вот бы что у меня получилось, что я бы могла турборолик двигать, этот турборолик. И этот турборолик нам дает хороший результат. Если 400 вот этот дает 1,63 в день, а 8000 30 в день, то с турбороликом получается, видишь, что у тебя получается уже 2 в день. Это считай, что этот может 50 в день давать. Понимаешь, представляешь? Вообще обалдеть. Ну да. Аня, такой вопрос. Да. Получается, сначала надо загружать эко-токены, а только потом подтягивать eCurrency. Ну, я думаю, да. Вот я прямо сейчас... В этом разницы нету. Вы можете загрузить и то, потому что, когда вы загружаете, он вас спрашивает, сколько. Он предлагает ту нужную сумму, которая вообще идет на 100%, но вы ее можете уменьшить или увеличить. Я имею в виду, то есть, скажем, загрузите eCurrency на 10 и остальное токенами или наоборот. Ну, Там разницы нету, что вперед загружаешь. Да, смотри, Свет, я так понимаю, нас сейчас спросили, чтобы не ошибиться. То есть, если ты загрузишь eCurrency, то ты потом не можешь уже токенами загрузить. Все, у меня такой возможности нет. Он мне пишет, вот я если сейчас возьму тут пригрузить токены, нажимаю, он мне пишет 0. Ну, все, не могу. Вот. Почему я спрашиваю? Потому что когда я загружала 20-ку, я сначала загрузила эко-токены, а потом хотела полностью 20 eCurrency. И? Леночка, вас не слышно, вы пропали. Ну вот смотри, Аня, вот Да. ты же можешь, вот когда вы покупаете валидатор, вы купили себе 400-й валидатор, вы заходите снизу на пополнение, там стоит ECT или eCurrency, Так что там вот, выбираете. я Да, показываю, да. вот, смотри, и теперь вы можете начать с любого, вы можете начать с eCurrency, можете начать с токенов, это разницы нету. Только одно надо себе в голове, если у вас ваш бензобак только на 400, то вы должны себе решить, значит, я заправляю его сперва одним топливом, там, например, eCurrency, на 100 штук только кладу, значит, у вас есть размер на другое внутри. А если вы, конечно, с самого начала eCurrency забухаете и полный, ну, все, банка полная не влезет. Ну, Надо да. как-то... Надо, вариация или то заправлять, разницы нет. Ну,
Просто надо в голове разделить это как-то. Вот, к примеру, я закинул 250 с самого начала, например, мы закинули 250 икаринцев, да, а потом посмотрели, давай-ка еще токенов, и у нас все равно еще осталось место, мы можем или то закинуть попозже. Понимаешь? Да, да. Вот я Только понимаю, нужно... важно не как в твоей ситуации теперь. Ты взяла просто с самого начала, купила, забухала все икаринцами, ну, конечно, у тебя больше нет, у тебя ничего не влазит больше. Мгм. Вот. А если бы ты, например, с самого начала знала бы эту систему, ты просто бы решила вот так, ага, у меня на 400, значит, я заправляю там на 150 только или там 100 икаринцы, а остальное токены ставлю на полную катушку и понеслась, родная. Да. Вот так вот можно еще это все видеть, да? А чередование, что вы вперед, что вы потом положите, разницы нет. Важно только хорошо в голове разделить, что, куда и как. Чтоб как бы ну, место было. Да. Но вопрос еще в том, сколько, ну, например, мы хотим там положить 300 токенов, и, например, сколько там мы можем положить еще и икаринцев. То есть, как будет потом работать валидатор, когда будет меньше там икаринцев находиться, например. Сергей, мы Такой вопрос. пробовали хоть даже один якаринцы. Я сейчас вам проведу пример. Вот смотрите, мы пробовали хоть даже один якаринцы, все равно он будет хорошо работать. Вот смотрите, у меня сейчас вот этот B20 загружен. У меня стоит здесь турборежим. Вот сейчас смотрите, ставлю паузу, убираю турборежим. Сейчас проверим. Он у меня был загружен только лишь токенами. Делаю старт. Смотрите, что получается. 11,8, 11,8. И были только лишь 392 токена загружены. Если запомнили, да, теперь ставлю паузу. И, например, в паузе ставлю ровно вот на 150%. Сейчас проверим. Интересная математика. Сделаю скриншот. 150% турборежим. Что получилось? Старт. Смотрите, запишу. На старте у нас получилось 0,17,8. Он выдает мне e-currency. И при этом тратит 0,53,4 ЕК-токена. Увидели? А теперь еще один эксперимент. Ставлю паузу и теперь пригружаю вот сюда ему e-currency. У него до этого не было e-currency, вообще 0. Вот. А сейчас, допустим, подождите, тут доступно 2,3 currency, пополнить майнер. Здесь догружаю. Ага. Вот сейчас догружаю к нему e-currency, сейчас пополнить e-currency. Что у меня получается? Пополняю его e-currency и проверяю, что он мне теперь выдает. Интересно. То есть дает ли он мне увеличение? Или действительно токенами было выгоднее всего просто загружать все майнеры? Вот. Что он мне дал? Он мне дал сразу при загрузке 0,18 и при этом 0,53. Тоже 0,53. Пока не пойму. Видели, что получается? Управляю еще раз роликом. Поставлю, например, на паузу и подвигаю роликом еще раз на 200%. Что у меня получается? На 200% он выдает 0,23,9. При этом тратит 1,18 токена. Да, смотрите, вот какой у меня итог. Что здесь вот, Сережа, как вы и сказали, надо подобрать себе удобную схему, надо крутить самому индивидуально. Это, видно, очень важно, зависит от того, у кого сколько внутри e-currency и токенов. У меня 392 токена и 2,5 e-currency здесь лежит. Видите как? Ну, я думаю, все-таки большее количество надо икаринцев и чуть-чуть меньше, ну или 60 на 40, где-то 60% икаринца, 40% токена, и тогда мы получим максимально высокий результат, и при этом самые минимальные, скажем, растраты, то есть самое меньше он будет токена потреблять. Да, мне тоже так кажется, что жаль, сейчас Виталий вышел, видно, из чата, но Я мне уже тоже... на... на Я уже... месте? Да. Ну вот, Виталий, проводим эксперименты. Оказывается, действительно,
Вот и Оля говорила. Оля, ты здесь? Сколько процентов? Если действительно 40% отдать токенам и 60% e-currency, вы так пробовали или обратная схема? Аня, ну вот смотри, я пополнила 20-ку 109 ЕК-токенов и 14 икаринцев. И поставила 125%, получается, да, 125%. У меня тратится 0,15 ЕК-токенов. Еще раз цифры мне повторите. 20-ка 109 ЕК-токенов и сколько икаринцев? 14 икаринцев. Да. Потому что больше он у меня, ну как, не дал загрузить. Когда первый я загрузила 109 икаринцев, он мне написал, что вы можете подгрузить только 14 икаринцев. Да, когда вы токены загрузили сначала, то он вам написал, что только столько-то можете икаринцев. Ну да, правильно. Получается, я поставила 125%, не 150, не турбо. Там, когда ползунком туда-сюда елозишь, получается, что 125, ну, как бы я посчитала, что это максимально выгодно, потому что он потребляет 0,15 ЕК-токенов, и на выходе получается 0,16 икаринца. Значит, потребляет. Сколько потребляет? Леночка, сколько потребляет токенов? Еще раз. 0,15. Сколько? 0,15. 0,15 ЕК-токенов потребляет? Да, 0,15 ЕК-токенов потребляет, а икаринцев дает 0,16. Ну, обалдеть, какая прекрасная схема. Да, это очень хорошо тоже. Самая крутая схема получается, вот Виталий, которую дал. Это вот 300 на 5. 300 на 5, Ань, тут одна проблемка есть. Какая? 300 на 5, когда ты делаешь, у тебя кушает один currency, один ЕК-токен кушает в сутки. Тебе хватит этих ЕК-токенов только на 300 дней. А 300 дней это сколько у нас месяцев? 10. 10 месяцев. Вот смотри, 10 месяцев он будет давать. И он дает 0,23, да? 0,23 в день на 30, ну, грубо говоря, там где-то 7 евро в месяц. Ну, идеально. Умножить на 10 дней это 70 икаренси. Так вообще супер, да, ну. Супер, просто дослушай. Грубо говоря, эти 300 ЕК-токенов превратятся в 70 икаренси. А так как 5 у нас уже загружено, мы можем с этих 70, которые они дадут за 10 месяцев, потому что больше он не будет работать, ЕК-токены закончатся. Да. Мы можем 15 догрузить, и с этих 70 15 догрузить, догрузить в этот поток, 15 догружаем, у нас получается 0,12 всего лишь, но на постоянной основе. То есть, да, ты имеешь в виду, он будет зарабатывать, и ты их постепенно догружаешь. Да. Да? Ну да, и получается, уходишь постепенно от расхода. Да. Понимаешь? Да, вот и приходишь... Вот как ты сделала. У тебя были загружены 300 ЕК-токенов, да, полностью. И там чуть-чуть у тебя было икаренси. Совсем чуть-чуть. Вот как у тебя там 399 или сколько там? Да. Ты догрузила икаренси. Ты не догрузила ЕК-токены, ты догрузила икаренси. Или ты догрузила, я уже не помню. Не, икаренси догрузила. икаренси. Вот потихоньку догружая икаренси, вы с ЕК-токенов спрыгнете полностью, а перейдете на икаренси. Но эти икаренси, по сути-то, вы же положили только 5 своих, а 15 догрузите уже
отработанных, правильно? И Да, еще да, у вас да. отнять 15, а то уже чистые currency, которые вы можете тратить, да, в потоке, ну и так далее. Правильно? Да, вот это самое вообще, самый верный путь. Просто, Путь. ну, и получится, что у тебя один выйдет, ну, когда полностью уже 20 туда загрузишь, он выйдет уже, скажем, на самоокупаемость или как-то так. Не, можно, я просчитывал, если один токен ты тратишь, к примеру, Мгм. и 0.23, при этом ты получаешь 0.23 currency, ты эти 0.23 currency умножить на 15 можешь купить вот так этих Мгм. токенов. То есть Мгм. 3 умножить на 15 получается 3,45 токена. А ты только один токен потратил. То есть 2,45 чистыми. Да, Угу. супер. Вот это Анечка, очень. я тоже добавлю еще, да, это если, ну, идти так на расширение, да, получается, то есть переводить токены в e-currency и Мгм. загружать дальше. А Да. если просто есть желание, допустим, просто с помощью токенов мы можем увеличить количество выработки currency. И сейчас это интересно, потому что токен стоит относительно недорого. Возможно, если он возрастет, то будет уже не так интересно. В чем суть? Мы тоже просчитывали маленький на 20 e-currency, и при загрузке 25% это 5 e-currency и 300 токенов, Мгм. получалось в районе 7 общей прибыли, 7 e-currency. Но у нас есть же растраты на токены, и они где-то составят в районе 2 e-currency. То есть в итоге мы получим плюс-минус 5 e-currency чистого дохода. А если полностью загрузить e-currency, то там получается, по-моему, 3 с копейками e-currency в месяц. И максимум мы не можем выжить, потому что дают 0,12 в день. Да, То есть 3, да, 6 и 5 получается. Оля, Ну, на да, все сегодняшний правильно. день это интересно, да. Да, все правильно. Он 3,6 дает. Ну, ты же понимаешь, что ты вообще никаких затрат не несешь. То есть тут ситуация уже говорит о том, сколько тебе надо e-currency для твоих потоков. Ну, вот, например, если я в потоке трачу 7 e-currency в месяц, да, то Мгм. мне двух валидаторов маленьких хватит вот так с головой. А почему? Потому что e-currency, пока валидатор не падает в своих выдобучи, не Мгм. падает, а e-currency надо с каждым месяцем меньше и меньше подтягивать, меньше и меньше подтягивать. Понимаешь? Мгм. Я как бы валидатор, я Мгм. рассчитал все свои потоки, да, там, ну, например, быстрые, да, и у меня выходит расход 7, то, конечно, одного э, валидатора, который дает 0,12, мне не хватит. Но Мгм. если два, то мне хватит. Понимаешь? Да. Так что для начала, для попробовать токены прям супер классно. А в общем, я вам скажу, в общем, включил и забыл, это за e-currency. Ну да, вот включил и забыл. Это как я поставила 8-тысячник, и сейчас все-таки я сначала думала, расстроилась, такая думала, ой, что ж, я токены не загрузила. А потом я, как Поднялся. я тебе говорю, посчитала, я бы 47 майнеров, я бы с ними не справилась. Ну, Конечно. валидаторов, 47 штук, я бы с ними не справилась. Ты представь, сколько они времени будут тянуть на себя. Конечно, мне удобнее, включил и забыл. Ты прав. А еще такой вопрос. А вы валидатор, ну как, перестартовываете или нет? Я просто заметила, что когда я останавливаю и опять нажимаю старт, он мне выдает монетки. Да, но только время То есть, должно пройти. получается, его перезагружать надо постоянно. Нет, Нет, это, кстати, у меня такая не, была ошибка, потом не, ее исправили. Нет. не нужно. Поначалу, первые 3 дня, он сам выключался. Помнишь, Аня? Да, да, у нас с тобой, ага, Да, да. ну, этот вопрос поднял, где мог поднять.
где хватило у меня высоты. И получилось так, что сделали, и все уже не выключается. Он уже работает, как работал. Ну, то есть просто запустил его, и все. И работает. Угу. Сейчас он не выключается. Сейчас не выключается, да. Ну, я не знаю, у меня он как-то выключается. Я просто это заметила. Ну, вам тогда нужно, опять же, обратиться к кому-то в техподдержку. Это такой был вопрос. Я тоже писала Ярославу, но мне сказали там перезагрузить, подождать, и у меня перестало отключаться. У меня сначала все тоже отключались. Сейчас А нормально. можно я скажу? Конечно. Можно? По поводу вот выключения. Здесь есть такая фишка. Если валидатор мы выключаем вот сами, вот как вы, Анна, делаете, вот он, допустим, вы вчера его запустили, и сейчас вы его включили спустя 13 часов прошло. Вот он рассчитает вам сейчас сюда прибыль за вот эти 13 часов. То есть не 0,12, допустим, екаренцев, а 0,6. И теперь вы его включаете, и он с этой точки расчета начинает считать новые сутки. Поняли? Ага, да, вау. Еще одна информация. Супер, Да. Катя, благодарю вас. Вот, то есть если вы его выключили, он вам даст ту сумму, которая за эти сутки у вас набежала за это время, и Да, вы его сейчас- якобы перезапускаете заново, и он потом начинает заново вам считать. Снова Поняли. через сутки даст вам 0,12. Да, Выключите поняли. раньше, он даст вам сумму меньше. Да, супер, боже, благодарю вас, тоже Вот, гениально. Я вот, даже об чтобы, этом да. и не думала. Вот, а я просто уже прошла, тоже я поклацала, посмотрела и смотрю, у меня какая-то сумма насчитана другая. А потом я смотрю, что я же его выключала, тоже там клацала с этими турборежимами, и Ага. он у меня выдал, да, он у меня сразу уже посчитал за ту сумму перед выключением, сколько набежало Вот. за те часы. Да, Ну, чтобы вот вы здесь были есть в курсе теперь все. журнал событий, благодарю вас. И тут же он пишет нам, смотрите, видите, он тут Вот, по насчитал. времени, да. Да. А Вы тут раз, можете сами посмотреть. да, раз и какая-то другая сумма насчитана, 0,6. Почему 0,06? Вот, 0,6. Почему? Потому что вы его выключали. Вот вы клацаете это, нам показываете, и вот он вам насчитывает, делает меньше сумму, да? Ну да, вот, видите, получается, он пересчитывает, ага, ну тоже информация, супер. Я даже в прошлый раз на Алексея ругалась, я говорю, он сказал, что майнер, как на каждый день валидатор на час, получается, на 13-й час только насчитывает, не спустя 12 часов, а на 13-й час. Ну, Как там при- он раз в 24 часа, насколько я понимаю, он дает нам эту сумму полную. Ну, получается, да, он дает, вот Алексей сказал, как-то даже просчитал это, спустя час в сутки. Вот, то есть не 24, а 25 часов, допустим. Ну, я не знаю точно. Я так понимаю, что после 24 часов он насчитывает наши начисления. Да, Вот. да. Не минута в минуту 24 часа, нет, Да. чуть-чуть А- попозже. Да, но все испугались, что а вдруг это этот час, это плюсуется. Но нет, он идет стабильно раз в сутки, если его не останавливать просто. Да, Если его не да, останавливать. да. Если не останавливает, все он нормально, стабильно дает, абсолютно. Да, и просто дает вот в этот промежуток час после того, как прошли сутки. Вот в этот промежуток часа в разное время. Да, да. Все. И по поводу вот загрузки мы говорим тоже, да, e-currency и e-токен. Я тоже посчитала, и я считаю, что самый правильный вариант – это мы загружаем его полностью все e-currency и больше ничего не делаем. Потому что e-токены у нас расходуются. Когда они расходуются, у нас и уменьшается потом наше начисление этих e-currency, и нам постоянно нужно эти e-токены как бы подливать и тратить Мгм. на них деньги, естественно. Поэтому как не считай, лучше всего заправить его e-currency и не мучаться. Ну, Ну да. опять же, это моя чисто субъективная точка зрения. Вот смотрите, как сегодня, кстати, сказал Ярослав, что чем человек богаче становится, тем у него становится ценность другая, и ценность уже время.
Поэтому он так и сказал, и Вера так и сказала. Для меня время ценно, поэтому мне проще загрузить e-currency и не дергаться. Но, смотрите, не все сейчас перешли на уровень там хорошего достатка. Кому-то сейчас нужно еще пока, видите, потратить свое время. Точнее, это не тратить, а вложить, сделать вклад времени, но при этом наработать себе капитал. Поэтому... Ну так мы же, опять же, мы же вкладываем еще и деньги в эти ЕК-токены. Мы же не забываем. Они же не бесплатно к нам приходят. Мы же их все равно покупаем и доливаем сюда в валидаторы. Бесплатно они приходят. Если вы возьмете 0.23, то, что вам выдают, и возьмете или 0.15, которые вам дают, вы эти 0.15 умножите на 15, которые сейчас e-currency до EK-токенов, просто поменяете, и у вас получится 1 EK-токен потратите, а 2 или 3 и 4 EK-токена получите. То есть вы имеете в виду, что мы продаем e-currency, которые намайнили, покупаем EK-токены и заливаем EK-токены? Да. Вот просто посчитайте. Например, я 10 EK-токенов спалил за 10 дней, допустим. Да. А могу купить на эти 10, там мне дадут e-currency. Я эти e-currency поменяю, и у меня получится 30 EK-токенов. Я эти 30 могу доложить. У меня еще раз, как у тебя, откуда у тебя 30 EK-токенов взялись? Один валидатор, объясняю, рассказываю. Один у меня валидатор заполнен на 50%. Да. Съедает 1 EK-токен в день. Съедает. Да. Дает 0.15 этих e-currency. Да. За 10 дней у меня съест он 10 EK-токенов. Да. 10 EK-токенов. А даст 0.15 умножь на 10 и нам даст 1,5 e-currency. 1,5 e-currency умножь на 15. Это сумма. И получим мы сколько? Сейчас 15 на 15. Должны знать, но не знаем. 22,5. Вот смотри, 22,5. То есть 10 EK-токенов я спалил, а 22 через 10 дней загружу. И получится, что у меня автоматически мой, он вроде бы потихоньку начал падать, но 22 я потом запущу в неполный валидатор. Мы поняли. Да зальешь. Отсюда больше давать. Через 10 дней точно так же. Через 10 дней еще точно так же. Понимаешь? И тут получится такая ситуация, когда я уже стану Верой Хаптинец, на ее уровень стану, тогда я не буду обращать внимания. А когда у меня маленький уровень, когда у меня есть свободный час времени, я свободный, который я могу открыть, посмотреть, никуда не спеша. Я могу все это просчитать и это сделать. И для меня это не тяжело это сделать. Класс. Ну, знаешь, ты этим делаешь такую психотерапию. Это тоже очень классно. То есть, направляешь внимание на свой кабинет, все время в курсе этого кабинета, все время работаешь над этим. Это тоже супер тема. Понимаете? Вот и Катя сказала это правильно, и то, что ты тоже говоришь, Виталий, это очень правильно. И то, что Оля говорит, все очень правильно. Каждый под себя подбирает себе удобную просто схему. Аня, у меня есть 3 валидатора. Один валидатор у меня полностью e-currency. Я туда даже не заглядываю. Один у меня там на 48 EK-токенов я загрузил, все остальное. А третий у меня не полностью, а только наполовинку EK-токенами. То есть, я так себе сделал, и мне дает это все дело все вместе 0.45 e-currency в день. 3 EK-токена. Пускай это немного там, для кого-то там очень мало. Да это хорошо. По сути, мне для моих потоков хватает. Понимаешь, вот я понимаю, что я хотел бы еще купить, а потом посидел, подумал, не, пока не надо, пока подожду. Да, это 13,5 в месяц, это отличная цифра. Молодец. Мне потоков хватает.
Конечно, для начала, ты что, для начала даже с этих можно уже цифр, уже дальше двигаться, развиваться, и за год можно хорошо. Это хорошо для старта, отлично. Я могу докупить за эти 13,5 в месяц, я могу докупить этих ЕК-токенов и загрузить полностью, еще и добавить в третьи неполные ЕК-токены. Ну, Да. то есть я посчитал, что это будет правильно. Да, естественно, было бы у меня побольше денег, я бы там загрузил их полностью, там и все, и голову не морочил. Но так как я не такой богатый, не так, не в таком достатке, то я лучше потрачу чуть-чуть своего Это времени. временно. Да, это временно, согласен Да. полностью. Все здесь временно еще не в таком достатке. Вот посмотрите, уже через полгода даже будем разговаривать, уже на другом уровне все будут. Вот, поэтому да, это временно. Ты сейчас, фонд всегда дает возможности. Вот сейчас, опять же, для тех людей, которые сейчас уже в фонде, сейчас это валидаторы, это шикарная возможность, как когда-то 5 лет назад у нас были майнеры, перейти на более высокий уровень достатка. Анечка, 7 лет работают майнеры. Да, мне все кажется 5. Я привыкла говорить 5, понимаешь? Ты 2 года назад говорила 5. Ага, Уже каждый год говорю, 5 лет назад. Привыкла. Мне кажется, что это вот. А мне кажется, это было недавно. Недавно, да. 7 лет. Да. А скажите, турбо сколько процентов ставить? Вот если валидатор 20, я загрузила 5 токенов, сейчас хочу, загрузила 5 currency, сейчас хочу загрузить токены, и турбо сколько процентов? 120, там смотрю 100, 200 и 300. А какой выгоднее ставить? Это надо смотреть индивидуально или... Аня зависла, она не слышала. Да в любом случае, всегда надо смотреть индивидуально. В любом. И невозможно сказать, что выгоднее, что не выгоднее. Надо пробовать и из этого смотреть, что получается. А с какого лучше начать? 100, вам надо 150? побыстрее заработать. Побольше, да. Побыстрее, побольше. Ну, конечно, тогда лучше 200 выставлять. Но тут есть и другой нюанс. Когда 200, вы, если можете торговать, вообще классно. Вы себе там наторговали за 10 дней этих e-currency и добавили, там, или часть докупили. Но это вопрос, как сказать, ну, вот как мы уже разобрали, да, этот на 300 ЕК-токенов, да, он будет работать 10 месяцев. То есть, ну, по сути, а за 10 месяцев можно хорошо этих e-currency подзаработать. При проценте 200, да, лучше ставить, начинать? Попробуйте 200. Не понравится, вы можете в любой момент остановить и выставить 125. В любой момент, то есть никто вам не запрещает, по рукам бить не будет. Остановили, нажали там кнопочку старт, пауза и протянули ползунок до 125 или до 150. Просто простыми словами, то эко-токены съедают на 200%, съедает эко-токен 1 к 10. А дает умножение, например, 1 к 2. То есть, грубо говоря, если у меня 0,7, 0,07 было e-currency, то станет 0,14. То есть удвоится. Но эко-токенов будет съедать в 10 раз больше. А тут это, ну, оно все равно выгодно, потому что вы можете сейчас пойти в Money Storage и эти e-currency там обменять, которые уже заработаны, поменять на большее количество эко-токенов. Ну, это вопрос такой, если вы не торгуете, если для вас это что-то такое далекое, то выставьте там на 125.
Это будет оптимально и давать чуть-чуть больше, чем минимум, и кушать не очень много. Как Серега говорил, как Лена говорила. Понимаете? Спасибо. А Поняла. можно, да, Хорошо. я тоже хочу добавить то, что я уже тоже проэкспериментировала. Как для меня, опять же, самый такой классный турборежим – это 150-175%. Там потребляемость токенов становится на размер меньше, чем 200, и выдает он снова же e-currency на порядок больше. Поэтому от 150 до 175. Как для меня это была вот вообще идеальная цифра. Ага, вот такой турбо, да? То есть турбо ставить на 150-170, ага. Да, 150-175, да, это самый идеальный. Там и немного ЕК-токенов тратится, и увеличивается майнинг наших ЕКРов, да. Угу, угу. Класс. Слушайте, ну информация супер. Все сегодня собрались, и я думаю, из этого эфира хорошая информация вышла. Вот, благодарю всех. Есть еще какие-то вопросы, есть еще какие-то ответы, вопросы? Может быть, что-то еще новенького добавите? Или мы вроде бы все разобрали, да, по валидаторам? Катя, получается, ты тоже поставила вот этот B20, ну, 20, и просто, получается, добавила турборежим в промежутке между 150-175%. И получается, сколько он у тебя выдает? Я купила себе 400-й. А, Я взяла, 400. да, я взяла себе 400-й, я загрузила его 290 e-currency и этих вот, а ЕК-токенов я купила там совсем немного, вот чисто с ними, чтобы поиграться. Там буквально 100 ЕК-токенов я загрузила туда. Так вот, когда я сделала при 290, он мне дает 1,2 e-currency в день, а при загрузке, то, что я поставила на 175 сейчас, и он мне дает уже 1,41 в день. Ага. И тратит ЕК-токенов 0,8, по-моему. Угу. Это при моем, то, что я попробовала, я поиграла с ним, вот для себя я выбрала самый, это классный, оптимальный 175%. Все. Да, 175%, 290 токенов и сколько e-currency? 290 e-currency и 100 токенов. Наоборот, e-currency и 100 токенов, вот так. Да, ага, да. Ну, просто у меня было столько e-currency, я их все туда загрузила, то, что вот они у меня лежали. А думаю, докуплю немного ЕК-токенов, чтобы попробовать вот с этим вот турборежимом. Все. И я посмотрела, что самый оптимальный классный процент это 175. Угу. Поняла. Поэтому, ну, каждый, опять же, каждый, да, выбирает тут для себя сам, да, свою стратегию. Угу. Супер. Хорошо. Ну и что еще? Вопросы еще какие-то есть? Или мы уже сегодня, в принципе, хорошо поработали с вами? Можно бежать даже сейчас, заниматься каждый своим валидатором любимым. Вот, или потоками. Не, Анечка. А. Мы хотим бежать. У нас сегодня встреча лидеровская. Мы будем обсуждать, планировать и рассуждать. И ужинать в прекрасном ресторане. Вот. Группой лидеров. Отлично. Мы вчера ужинали нашей группой лидеров тоже. Кстати, объявление. Все, кто будут в Хорватии в это время, вот 14-15 июля, у нас здесь Наталья Андреева, тоже топ-лидер в Черногории недалеко, собирает же кемп летний. Так что в этот промежуток можно за 3 дня до и за 3 дня после приехать туда и на море побывать. И заодно вот, хорошо поужинать со всеми, повстречаться. Мы думаем поехать тоже к ней. Да, Светочка. Так что желаем вам сегодня прекрасного ужина. У меня еще с Торстеном звонок будет в 15:00. Вот, по вопросам как раз нашим общим лидерским.
Вот, если хочешь поприсутствовать, в общем, я тебе напишу. Вот, я думаю, что сегодня уже все хорошо обсудили. До встречи на следующих выходных. Или еще есть что-то интересное? Анечка, меня можешь подтвердить, и можешь подтвердить мне, пожалуйста, польский, для того, чтобы мне было на что кушать. Да, с польского кушаешь? Да. Отлично. Хватает на еду или что у тебя там? Хватает. Да, отлично. У тебя А мне испанскую, если можно, Антонина Андреш. Да, всем все подтверждаю, как только закончу Спасибо. эфир, обязательно. Спасибо. Просто, да. Ну Я да. думала, вы правильно пользуетесь стартовыми потоками. Я с них не кушаю, я стартовые запускаю на следующие стартовые. Нет, я с растущего кушаю. Стартовые у меня работают. Да, я с растущего кушаю. Стартовые должны хорошо работать, пока не дойдем до 5000-х. У меня пока только тысячные, ну там тысячные чуть-чуть больше, а у меня еще в планах 5000-е. Вот. Ну что, друзья, всем прекрасного выходного дня. Пора поехать поплавать где-то и всем на обед бежать. Спасибо, Вот. Аня. Спасибо. Пока-пока. Виталий, до встречи. Пока-пока. Благодарю тебя, что Спасибо, очень интересно было. Спасибо. Очень. Пока-пока. Всем хорошего дня. Всем пока. Всех ждем либо в Германию в гости, либо в Черногорию, в Хорватию. Пока Аня, насчет Черногории надо подумать. Мы же как раз там. Так вот же, о чем же я и говорю. Можем съездить. Тут будет хорошая группа. Тоже топ-лидеры соберутся. Вот, тоже лидеры. Так что Да-да, поедем. обсудим. Ну, здесь 500 километров нам или даже меньше, или ну где-то так. Ну, это, в принципе, на хорошей, красивой машине проехаться в холодочечке, в прохладном кондиционере. В общем... Ну, да. Хорошо, друзья, я вас всех обнимаю. Очень люблю. Всем пока. До следующего созвона. Было информационно. Пока-пока. Из Барселоны привет. Вау, Пока-пока. Жарко у вас там, наверное, очень в Барселоне. Наверное, жарче, чем у нас. Все, всем пока-пока.